Всем привет! Знаете, мы наблюдаем за каналами, похожими на наш канал, и смотрим, что наносят другие мастера-специалисты. И выявили для себя такой момент. Наши иностранные коллеги, они прям красивые такие вещи делают. Вроде бы они и простые, и красивые. Но почему-то на русскоязычных каналах мало такого. Ну или, может быть, нам не встречается, может, нам в ленте вот это вот выпадает все время наши иностранные коллеги. Давайте попробуем повторить, просто вообще повторить то, что делают. И мы сейчас попробуем изобразить это из наших российских материалов, из декоративной штукатурки. Мы взяли старый планшет, который больше никому уже не нравится, и уже никак несколько лет он висит. Стена у вас должна быть предварительно оштукатурена и загрунтованная. И очень неплохо было бы еще ее кварцгрунтом покрыть. Мы покрывать не будем. Мы проверили вот эту краску, это декоративная краска. Она у нас будет являться в том числе кварцгрунтом, скажем так. То есть мы ее проверили, она очень крепко сидит. Ничего нигде не отпадает, не отслаивается. Загрунтовали и прямо на нее будем наносить декоративную штукатурку с помощью кельмы и шпателя и рук. Использовать мы будем штукатурку колерованную, но не потому, что она должна быть колерованная, а просто у нас она есть колерованная. Вот она у нас есть колерованная, нам же нужно ее расходовать. И вот так вот мы будем ее наносить. На кельму накладываем штукатурку и наносим слой примерно миллиметр, полтора может быть. Ну, не толстый слой, но и не очень тонкий. А знаете, что я забыла сделать? Я забыла проклеить край, который нам нужно не запачкать. Просто вот так вот проклею, и все. Нам нужно этот край оставить чистым. У нас в последующем здесь этикетка с описанием. Вот так. Все. Наносим слой вот такой, видите, он не толстый, не тонкий. И мы не создаем фактуру, а более такую однородную поверхность пытаемся сымитировать. Вот, например, нанесли вот так. Смотрите, можно использовать вот такую щетку. Она у нас новенькая, мне жалко ее сейчас на образец. Я вам просто показываю вот такой щеткой. А я использую старую. Старую, вам даже ее не буду рекламировать. Вообще она очень старая. И вот немножечко вот так вот понатыкаем местами дырочки. Местами, вот таким вот образом. Дальше наносим следующий участок. Здесь у нас еще сыро. Соединяемся по эффекту мокрого края. Все как обычно. Все-таки, насколько бы мы понятно не старались объяснить, все равно находятся люди, которые пишут: попробуй это сделать на стене. Ну, как бы, знаете, стен на всех роликах не хватит. Вот то, что мы можем вам дать, мы даем вот эту информацию. Извините, больше не можем. Вот что есть, то есть. Вот так вот соединяемся. Штукатурка, обратите внимание, перекрывает весь желтый цвет. Ну, то есть штукатурка такой высокой плотности. Ну, слой, конечно, не самый низкий, скажем так. Расход в данном случае примерно 1,5 килограмма на квадратный метр. Используем мы декоративную штукатурку Прованс. Очень часто путают названия. Например, есть декоративная штукатурка лофт. И люди сразу же, у них идет ассоциация с лофтом, со стилем лофт. Но мы не говорим про стиль, мы говорим про название штукатурки. Производитель может свою штукатурку хоть Вася назвать, хоть Петя, вообще без разницы. Не надо ориентироваться на название, на характеристики больше. То есть вы пишите нам, мы вас консультируем. Мы продаем вот эти вот покрытия, и мы знаем о них все. На название не ориентируйтесь. Может называться Прованс, а вещи из нее делать совсем другие. Или может называться лофт, а нанесение вообще не лофт. Совсем никак с лофтом не ассоциируется нанесение. Ну, то есть вот так вот. Смотрите, нанесли. И берем снова вот эту щеточку страшненькую. Но у вас она не будет страшненькая. И делаем вот такие вот дырочки.
Небольшие, то есть пусть чуть-чуть вот так. Ой, посмотрим, что у нас получится. Ну, оно совсем не сложное, но нанесение такое совсем не сложное. Так, дальше. Продолжаем. Вот у вас соседний участок. И продолжаем наносить. Также эффект мокрого края. Соединяемся пока сыра. Ну и заодно и вы посмотрите нанесение, и мы попробуем, и еще и образец у нас останется в отделе. Вот какая у нас выгодная ситуация. Есть каналы, где прям очень красивые вещи. У нас-то ведь более простые, мы более простые наносим, и есть прям красивые, хоть и простые тоже, но очень красивые. Рекламировать не буду, куда идти смотреть не скажу. Прованс мы наносили уже много раз. Много видео с провансом. Но вот такого образца еще нет. Немножко попригладим чуть-чуть, чтобы не было прям уж сильных таких каких-то переходов. Они, конечно, все равно останутся, но в наименьшей степени. Так вот. У меня тут, видите, держит гвоздики. Ну ладно. Вот так вот. Ну, допустим. Допустим. И снова берем щеточку. Чуть новую не схватила. Не хочу я ее брать. И небольшие делаем дырочки. Пока мы здесь, значит, с вами наносили, тут у нас начало немножко подсыхать. И мы что сейчас сделаем? Ну, вот так вот дырочки. И заметьте, что слой не толстый. Не совсем. Ну, такой он более-менее. Вот такое страшное чудовище. И будем из него что-то попытаемся изобразить. Мастихинчик вот такой у меня есть. Маленький. Есть специальные вещи, чтобы вырезать углубления. Есть они специальные, но вот у меня его нет. И может, к сожалению, а может и нет. Ну ладно. Нам нужно вот этим мастихинчиком выцарапать углубления. Такие разнонаправленные, хаотичные. И, то есть, может быть, есть специальные какие-то вещи, но так как у меня их нет, я буду просто мастихинчиком вот так вот выкарапывать вот такие вот дырочки. Вот это, ну, висит, ну, пусть висит. А можно и попробовать убрать, а может и пусть висит. Ну, делаем первый раз этот именно образец. Ну, я, по крайней мере, процарапываю. Можно излишки убирать. То, что здесь у нас видна стена, этого бояться не нужно. И сейчас вы скоро увидите, почему. Ну, вот такие вот хаотичные линии выкарабкиваем. Вот так вот. Может быть, вот так вот. Какие-то веточки у меня получается. Уже дерево, похоже, вырастет скоро. И вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И вот так вот. Так, что? Давайте отсюда пойдем. Вот подальше возьмем. А можно и вот так вот сделать. Со сдвигом. Тоже можно. Вот так. То есть тут, знаете, вот на что уже фантазия. Как уж пошло, так пошло. Красиво, некрасиво, не знаю. Зрители оценят. Вот так вот. Вот так. И вот так. То есть мы вот эти вот полосы выцарапываем, пока штукатурка не высохла полностью.
Чем отличается штукатурка дешевая и дорогая? В том числе тем, что штукатурку декоративную средней цены и средний плюс можно корректировать, вот пока она еще не высохла. И мне сейчас не нравится вот эта вот мазня. Я ее сниму. И вы точно так же можете на стене делать. То есть вот смотрите, я еще могу ее редактировать, исправлять, корректировать. То есть вот она. А если нужно увлажнить, могу побрызгать водой. Мне не нравится то, что сейчас нанесено, а именно направление линий не нравится. И мы сейчас это исправим. У нас еще время позволяет. Я могу сказать, что прошло примерно минут 20. И вы точно так же на своей стене, если вам что-то не понравилось, в течение примерно получаса можете исправить. Направление линии не очень какое-то красивое получилось, уродливое даже, я бы сказала. Я не беру новую штукатурку, я просто поправляю старую. Убираю рисунок, вот эти линии, полосы, дырочки и исправляю. Ну, скажем, вот так. Так, и здесь потом у нас должен быть ровный край. Теперь снова надо дырочки сформировать немного. Ну, сколько-то там вот так вот руку поворачиваем можно. Щеточку можно и поновее в руках держать. А можно и какое-то подручное средство, может быть, немножко. То есть так просто для разнообразия. Вот такие вот дырочки. Тампуем. И мы вот этим линиям давайте зададим какое-то, может быть, направление, что ли. Мы их сделаем более длинными. Не короткими, а более длинными. Одна из другой вытекающими. По стене это точно так же делается. Где-то они между собой будут соединяться. Вот так вот может быть. Может быть, мы поменяем вот так, вот так. Ну, то есть пусть немножко будет направление. Вот так. Направление потерялось. Потерялась я. Потерялась я. Вот так. Немножко маленьких деталей можно добавить, вот таких. Может быть, вот так. Может быть, вот так. Вот так может быть. Ну, каких-то маленьких деталей, может быть. Может быть, повторную линию где-то пустить. А может быть, где-то прерывистую, вот такую. Ну, допустим, вот сюда прерывистая, вот так. Может быть, здесь прерывистую. Здесь обрывается. И так вот, может быть. В общем, смотрите, на что фантазии хватает. Вот так. Вот так. И прерывистая. Может быть, где-то поуже, где-то пошире. Чего еще не хватает? Подсказывайте.
Главное тоже, чтобы их и слишком много-то не получилось. Не переборщить, чтобы. Можно же и переборщить. Я думаю, что мы оставим, давайте. Оставим сохнуть. Не сохнуть, а подсыхать. Оставим подсыхать. Мы нанесли вот этот участок, и у нас прошло примерно минут 30. Мы будем его приглаживать. Ну, сегодня будем это делать шпателем. Вообще, может быть, нормальный человек это бы пошкурил. Может, это легче. Но где мы здесь шкурить будем? Мы в отделе находимся. Да и звук противный прямо, вот невозможно. Давайте уже по старинке будем приглаживать. Она у нас подсохла. Не высохла штукатурка, а подсохла. И мы острые края приглаживаем шпателем или кельмой, просто заглаживая фактуру. Вот, видите, смотрите, здесь пригладили, более ровненько получилось, симпатично. А здесь вот такие вот торчащие ошметки. Вот нам не надо эти ошметки, давайте их вот так вот прижмем, вот так. И после этого, после того, как мы уже это прижали, мы уже после этого оставим полностью сохнуть. И вот эти линии мы будем поправлять. Когда штукатурка высохла, мы посмотрим, хватает нам их или не хватает. Может быть, их расширить, может быть, добавить где-то что-то. Посмотрим. Давайте вот дождемся высыхания. А сейчас мы хотим сделать так, чтобы не шкурить штукатурку. Ни в коем случае. Знаете, вот такое нанесение, оно вроде не сложно, но определенный навык надо все равно иметь. То есть надо делать это достаточно часто, чтобы понимать, как это будет выглядеть, как вот эти линии должны идти. Я пока не совсем понимаю. Первый блин у нас был комом, мы его поправили. И сейчас я надеюсь, что второй блин у нас будет посимпатичнее. Ну, в общем-то, время покажет. А то, что у нас вот эти желтые торчат, ну ничего страшного, пусть торчат. Дальше увидите, их не будет. Поджимаем и оставляем сохнуть на сутки. Штукатурка высыхает полностью за сутки. И даже вот смотрите, когда так приглаживаешь, у нее какой-то уже вид появляется, как будто уже почти что готово. Все, готово, ничего делать не надо больше. Когда приглаживаете, не давим на шпатель или на кельму, не давим, только краешком, еле-еле касаясь краешком. Приглаживаем верхние острые частицы, и все. Полностью высохла наша мазня. И мы вот эту мазню сейчас будем покрывать. Можно покрасить краской водоэмульсионной, например, на акриловой основе, да, или там на латексной. Ну, неважно, не вонючей масляной краской PF115, а на водной основе краской. А мы покроем это перламутром. Нам почему-то кажется, что будет красивее. У нас декоративная штукатурка такая вот, ну, тонкослойная она. Ну, мы можем ее использовать вот так вот, как окрас. И мы просто красим. Цвет темный. У нас будет перламутровый фон. И смотрите, мы прям туда в глубину тоже прокрашиваем. Вот у нас есть эти трещинки. Эти трещинки нам нужно заполнить. Можно матовой краской покрасить. Я не знаю, что нам взбрендило перламутровой. Нам почему-то вот померещилось, что это будет красивее. Ну, давайте и проверим заодно. Раскатываем, чтобы шагрень не оставалась. Шагрень нам не нужна. Мы даже можем сверху не прокрасить, но вот в углублениях нам нужно обязательно прокрасить.
по умолчанию могут быть бы черным, но не будем нагнетать и так неспокойную ситуацию. Пусть у нас будет такой перламутровый коричневый цвет. Вообще, да, планировали черный. Планировали, но передумали. Обязательно прокрашиваем углубления. Вот эти вот трещинки, которые мы с вами так тщательно бороздили с помощью мастихина. Они у нас должны остаться и быть видны. Так. Мы их должны прокрасить, а не заполнить. Заполнить их не нужно. То есть вот этой вот краской или перламутровой штукатуркой, чем вы будете покрывать, не нужно заполнять полностью углубление, а только прокрасить, чтобы не было видно стену. Так, я сейчас обязательно что-нибудь где-нибудь не прокрашу. И потом... Так, ладно, давайте вот так поставим. Вот так. Здесь вроде ничего. Раскатаем. Шагрень, излишки. Смотрите, если у вас, например, не краска, а штукатурка перламутровая, то вы можете кельмой или шпателем еще раз пригладить вот эти верхушечки, чтобы убрать шагрень. А если краска, то в принципе у краски и так хорошо с помощью валика убирается. Эта вот штукатурка может давать такие проблемы, ну, потому что она погуще, поэтому вот так, мне кажется, будет симпатичнее. И снова дадим высохнуть. Это еще не все, не переключайтесь, может быть, будет интересней. Досматривайте наше видео до конца и не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы все еще не подписаны. Мы покрыли слой валиком, дали ему высохнуть и взяли тот же самый цвет, но темнее гораздо. Вот он такой, видите? Смотрите, вот так у нас, а здесь вот так, темнее. Черного прямо добавили побольше. Сделали темнее. Мы сейчас экспериментируем и будем наносить с помощью губки. Попытаемся в углубление втереть темный цвет, а сверху излишки убрать. Ну, пробуем вместе с вами. По уже окрашенной поверхности гораздо легче наносится. Если бы мы сейчас на чистую штукатурку наносили, то у нас бы так легко это не получалось. Нам было бы сложнее. Так, нам нужно по возможности в углублениях оставить темный, а сверху его максимально убрать. Может, что-нибудь да получится. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, теперь мы можем сделать... У нас опять шпатель или кельма добрый друг. Так, грязненькая. Аккуратно только там. Шпатель или кельма у нас будет товарищ, и мы с помощью него возьмем вот так вот и излишки уберем. Если уже подсыхает, то можно подмочить. Смотрите, где-то высохло, например, раз снова намочили и снимаем. Вот, видите? Вот так. А может быть, даже и ничего будет. Может быть, и ничего. Мы сомневались. Здесь тоже вот, например, раз. Там где-то подсохло. О чем это говорит? О том, что не надо долго ждать. Вот. По сырому прямо излишки снимаем. И гоним их туда, дальше по стене. Не вижу. Слепит меня свет. Вот так. Поехали дальше. Руки потом помоем, некогда. Обязательно в углубление. Почему мы покрасили первый слой светлее? Потому что
иначе у нас выступал бы белый. А нам не нужен белый. Нам нужен интересный какой-то цвет. И гоняем эту перламутровую краску по поверхности до тех пор, пока вам не начинает нравиться. Вообще вся штукатурка наносится так, чтобы нравилось. И вы ее можете поправлять. Немножко светловато, можно добавить. Излишнего сняли, слишком много сняли. Здесь тоже, мне кажется, можно чуть-чуть еще побольше снять. На стене это делать точно так же, не останавливаясь. Наносите от угла до угла и не останавливаетесь, пока не закончится стена. Можно это делать вдвоем. Один покрывает, например, даже валиком можно, а второй человек следом шпателем или кельмой снимает излишки и смотрит издалека на дефекты, какие надо поправить, потому что издалека видны дефекты, а вблизи они не видны. Вот я сейчас смотрю, и мне кажется, что все красиво. А по факту, может, это и некрасиво. Но пока я не отойду, я не увижу, потому что вблизи ничего не видно. И кажется, все красиво. Я сейчас вот это вот уберу и отойду и посмотрю. И пока штукатурка у меня не высохла, я могу поправлять ее бесконечно долго. Даже если что, можно водичкой. Так, смотрим, посмотрим. Вот таким образом посмотрим, давайте. Вот так вот. Опа. Ай-яй-яй. Так, серединка, да? Пустовато. Серединка вот эта вот пустовато. Сейчас давайте попробуем ее еще вот так вот немножко добавить и раз мыть. Вот подмочили и пошло дело. Вот так. По умолчанию образец должен был быть черным покрашен и сверху покрыт серебристой лазурью. Но у нас уже есть такие образцы много, поэтому мы поэкспериментировали. Я не знаю, что у нас получилось, не получилось, но что-нибудь да получилось, кому-нибудь да понравится, и кто-то для себя, может быть, решит, что это именно его образец. Не знаю, черный надо было, вопрос задаю. Черный, наверное, все-таки надо было черным покрасить и серебром покрыть. Но это что получается, что кроме черного, что ли, он ни в каком цвете больше не смотрится? Но мне кажется, образец найдет своего любителя. А вы не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и приобретать у нас декоративные штукатурки. Прошло 10 лет. У нас теперь новая мода. Говорить, прошло 10 лет, вот вы жили-жили с такими стенами и хотите их переделать. И решили мы переделать их в черный цвет, как изначально. Мы же подсматривали этот образец. Вот он был там в черном цвете и покрыт лазурью по верхам. Подсматривали и решили, что давайте покажем вам такой вариант. И исправлять за мной мою вот эту мазанину будет Роман. Мы просто окрашиваем матовой краской черной поверхность, полностью прокрашивая все углубления, не оставляя пустых мест. И все. О краске давайте немножко поговорим в процессе. Вот в такой черный цвет простую краску вы заколеровать не сможете. И вручную вы заколеровать ее тоже не сможете. Такой черный цвет может получиться только с помощью специальной краски в базе С, ну то есть такой полупрозрачная база. И колеровать ее желательно в аппарате, специальное оборудование колеровочное. Потому что ручными пигментами, вот этими 30-рублевыми, или сколько они сейчас стоят, я не знаю. У нас в продаже таких пигментов нет. Ну, тюбики такие, знаете, раньше были по 30 рублей. Вот, я думаю, что не получится заколеровать вот такие вот насыщенные цвета. И в данном случае, мне кажется, что нам, наверное, 2 слоя, да, придется красить. Посмотрим. Должен такой быть черный насыщенный цвет.
Краску раскатываем, не оставляя наплывов, стекающих капель. Оставляем сохнуть и после высыхания посмотрим, нужен ли нам второй слой. Получился ли у нас насыщенный цвет черный, красивый. После того, как краска высохла, мы должны покрыть серебристой лазурью по верхам, стараясь не попадать в углубления. Смотрите, по материалу, что касается. В описании написано, какие мы использовали материалы, какие мы использовали лазури, штукатурки. Но если у вас есть какой-то конкретный вопрос, в описании также есть ссылки. Вы можете по этим ссылкам перейти и уточнить по количеству, по расчету, по наличию, по цветам. То есть мы полностью вас консультируем. Показывать в ведро показывать в кадре, ну, это не всегда имеет смысл, потому что штукатурки есть декоративные не во всех городах, а у нас они есть точно. Вот вы пишите, скажите, я смотрел вот такой вот ролик, посчитайте мне, пожалуйста, у меня такая-то площадь. Или у меня есть план квартиры, но я не могу посчитать площадь. Старайтесь в углублениях оставлять темное. Сейчас мы кардинально меняем образец, и мы представляем, что у вас была нанесена декоративная штукатурка, и прошло уже несколько лет, много-много лет, и вы хотите ее видоизменить, вот таким образом вы ее видоизменяете. Абсолютно кардинальное изменение. На губке лазури должно быть мало-мало. Покрываем от начала до конца стены, не останавливаясь. Вот такой у нас получился шедевр. Два варианта для вас. Давайте еще добавим что-нибудь. Один пришел, помазал, другой помазал, третий помазал. В итоге, глядишь, что-нибудь да и получится. Вот это плюс декоративных штукатурок в том, что можно прямо много-много-много раз ее видоизменять. И вот полет фантазии только. Бронзой хочу добавить. Вот по торцам вот этих полос просто губочкой натампуем слегка. У нас есть борозды, которые мы с вами прочерчивали. И вот так вот можно натамповать и слегка размыть, размазать. Ну, чтобы не было такого явного пятна, а такое, как слегка растушеванное. Вот так. Может быть, и что-нибудь, да и интересное натампуем и размажем. Высыхать не давайте. То есть нужно растушевывать, пока сырая. Потом она высохнет, и все, будет уже. И вот так. Ну, чтобы что-то было хоть выделить. А то обещали вам новые, да, а получаем то же самое, только в другом цвете. Много не нужно. Бронза это такая лазурь. Слишком ярко не надо. Так, где у нас еще есть? Куда добавить? Вот сюда. А то пусто будет. Вот так, вот так, вот так. И вот так, вот так, вот так. А может быть еще и вот так, вот так, вот так. И размазываем. Растушевываем. Если слишком густо, получается очень ярко. Это прям видно. Я думаю, что вам сейчас тоже видно, потому что у меня есть очень
густые места. Густо нанесенная лазурь. На нет ее вот так. То есть растушевываем на нет. Уводим ее, чтобы не было пятна. Ну, какая-то ерунда, но кому-нибудь может понравиться. У нас вот в отделе образцов очень много, они все двухсторонние, то есть у нас образцы, и каждый образец находит своего хозяина. Не может, вот мне, например, тоже больше половины не нравится в отделе, но приходит человек и смотрит, о, как это красиво, я беру вот это. Ну, может, кто-то найдет для себя решение вот в таком варианте. У нас вы можете приобрести декоративные штукатурки в режиме онлайн. Мы помогаем вам выбрать, рассчитать количество, помогаем выбрать цвет, оформить доставку, быструю, теплую и надежную застрахованную доставку прямо до адреса. Вы можете заказать товар, перейдя по ссылкам в описании. И еще не забывайте поставить лайк и подписываться на наш канал. Всем пока!